Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам очень интересный и универсальный узор, который можно использовать как в качестве основного полотна в виде шахматного узора, так и в роли центрального акцента в изделии. Здесь идет очень простая и четкая структура узора, которая будет придавать вашим вещам актуальность и стиль. А при желании ее легко вписать в более сложные композиции. Например, как вы видите на экране сейчас, можно расширить полотно и дополнить его другими узорами. Вот так выглядит этот узор, если его вязать в виде центрального мотива. В видео же я буду показывать, как его вязать в шахматном порядке. Схема также будет составлена для вязания в шахматном порядке этого узора, так как с моей точки зрения оформить шахматку немножечко сложнее, нежели вязать два отдельных узора параллельно. Итак, этот узор формирует такую незначительную выемку в центре ажурного узора. Она очень легко убирается при минимальном манжете или воротничке. Достаточно будет связать 4-6 рядов окантовочки. И вот если вы будете вязать от горловины, этот рисунок будет выглядеть вот таким вот образом. Посмотрите, как нежно и красиво все это смотрится. Изнаночная сторона его выглядит вот таким образом. Здесь ничего нового, потому что как выглядит с изнанки жгуты, наверняка все любители вязания знают. Для вязания здесь можно использовать любую гладкую пряжу, неважно, это будет зимняя, летняя или же демисезонная. Также красиво он будет выглядеть в пушистых видах пряжи. Здесь можно использовать легкое букле или же фантазийную, опять-таки, легкую пряжу, где фантазия не явно выражена, а где-то есть какие-то утолщения, там бубушечки, что-то вот такого плана. К спицам узор абсолютно не привередлив, поэтому их нужно подбирать, исходя из рекомендаций производителя конкретной пряжи, из которой вы вяжете, и, конечно же, учитывать плотность вашего вязания. Еще хочу сказать по цветовой гамме. Этот узор в виде центрального мотива будет очень красиво выглядеть в градиентной пряже. Только вот в данном случае я бы, конечно, взяла не контрастный градиент, а градиент в одной тональности. К примеру, там в коричневых или в зеленых тонах. Также он будет смотреться очень изысканно в точечном меланже. В однотонной пряже, естественно, это будет всегда выразительно и эффектно. Но если к ниточке добавить люрекс, тогда вы получите красивую нарядную вещь. Если узор вязать в шахматном порядке, то его раппорт составляет 32 петли в ширину и 36 рядов в высоту. Я набрала 35 петель, здесь 32 петли – это раппорт узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Как я уже сказала, я буду вязать вместе с вами в шахматном порядке этот узор. Итак, первый ряд кромочная, я ее переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли. Далее идет 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Это убавление можно выполнять простым способом или же протяжкой. Я сначала покажу простой способ, которым пользуюсь чаще всего я, а в следующем лицевом ряду покажу, как это убавление выполнять протяжкой. Итак, я меняю расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня и петельки в узоре ложились красиво и ровно. И провязываю вот таким образом. У меня третья петля ведущая идет.
провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Вот таким вот образом. Далее 2 лицевые петли. 1, 2, накид, 1 лицевая, накид, 1 изнаночная разделительная петля и далее вяжу симметрично. Накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты и вторая дужка смотреть на меня. Также выполняю в этом ряду простым способом. Я подхватываю правой спицей все 3 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей. Далее идет 3 изнаночные петли, которые отделяют наш шахматный узор. В этом ряду все петли жгутов будут выполняться лицевыми петлями за исключением разделительной изнаночной петли. Итак, 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6. 1 изнаночная разделительная и еще 6 лицевых петель. 4, 5 и 6. 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю еще одной изнаночной петлей. Это петля симметрии, которая не входит в раппорт узора. И кромочной. Вот таким образом выполняется первый ряд. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку, то есть лицевые петли провязываются лицевыми, изнаночные изнаночные, накиды провязываются изнаночной петлей при поворотном вязании. Если же вы вяжете по кругу, точно так же вы провязываете все петли по рисунку, накиды провязывать нужно лицевыми петлями. Я думаю, здесь сложностей никаких возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли, далее идет убавление 3 петель вправо. Я здесь выполню протяжкой, для этого я провязываю первую лицевую петлю лицевой, вторые 2 меняю расположение на классическое. Если вы вяжете по кругу, они и так у вас будут расположены правильно. Ну или же западным способом вязания также петли будут расположены вот таким образом. Далее провязанную петлю я переношу на левую спицу и через нее перебрасываю поочередно вторую и третью петлю. Эта петля уже у меня провязана, поэтому я ее просто переношу на правую спицу и продолжаю вязание. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля. Далее идет 1 изнаночная разделительная и вяжу симметрично. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля. Далее идет убавление 3 петель влево. Для этого у меня петли открыты. При этом убавлении они при любом способе должны быть открыты. Первые 2 петли не провязывая, я переношу на правую спицу, а третью петлю я провязываю лицевой. И через нее перебрасываю сначала вторую петлю, потом первую. Вот таким образом выполняется это убавление протяжкой. Далее 3 изнаночные петли, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6. Хвостик мешает. 1 изнаночная разделительная петля, 6 лицевых петель, 4, 5, 6 и 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вы выполняете любым удобным вам способом. В изделии они отличаться не будут.
у меня вот по-разному провязано, оно смотрится, выглядит все одинаково. Далее накид, 1 лицевая накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная разделительная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 изнаночные, которые отделяют квадраты. И вот здесь я буду выполнять перекрещивание петель и формировать жгут. Я предпочитаю это делать без дополнительной спицы. Если вам удобнее с дополнительной спицей, вы можете это делать с дополнительной спицей. Если вы делаете так, как я, то для первого переплетения нужно нить, чтобы была перед работой. Далее на правую спицу перенести 3 первые петли вот таким вот образом. Нить чуть-чуть натянута, но не сильно стянута, чтобы жгуты не были у нас перетянутыми. Если же вы вяжете с дополнительной спицей, то 3 первые петли у вас должны быть на дополнительной спицей за работой. Итак, далее я провязываю 3 лицевые. Далее за работой я подхватываю 3 непровязанные петли. Вот таким образом. Аккуратно все снимаю и на правую спицу перед работой переношу 3 провязанные петли. А не провязанные у меня остались на левой спице. Вот таким образом выполнено это перекрещивание. Мне осталось провязать 3 непровязанные петли. Далее 1 изнаночная разделительная. И буду делать перекрещивание влево. Для этого у меня нить за работой рабочая. На правую спицу я переношу, не провязывая, первые 3 петли. Если же у вас дополнительная спица, тогда 3 первые петли на дополнительной спице перед работой. Также нить у меня чуть-чуть натянута, но не сильно. И провязываю 3 петли лицевыми. Далее перед работой на левую спицу подхватываю 3 непровязанные петли. Аккуратно это спускаю, придерживая пальцем. И за работой на правую спицу поднимаю провязанные петли. На левой у меня остаются не провязанные. И вот таким вот образом я выполняю это перекрещивание. Далее провязываю 3 оставшиеся непровязанные петли и 1 изнаночную. На этом я закончила вязание одного раппорта узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 лицевые. Накид, 1 лицевая, накид, изнаночная разделительная петля и симметрично накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные разделительные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 1 изнаночная, 6 лицевых петель, 4, 5, 6 и 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, это у меня изнаночная, и кромочной петлей. 9 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные петли, 2, 3, 6 лицевых, 4, 5,
6, 1 изнаночная, дальше 6 лицевых петель, 4, 5, 6 и 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 11 ряд, кромочная, 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязываю, как правило, простым способом, мне так удобнее. Вы вяжете как удобно вам. Далее накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. 3 изнаночные, 2, 3, 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 1 изнаночная разделительная, 6 лицевых, 4, 5, 6 и 1 изнаночная. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, далее идет 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид, изнаночная петля, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2, 3, 6 лицевых петель, 5, 6, 1 изнаночная и 6 лицевых петель, 4, 5, 6. Далее 1 изнаночная, и на этом я закончила вязать раппорт узора. 1 изнаночная – это петля симметрии и кромочная. 15 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая петля, 1 изнаночная, симметрично, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 изнаночные петли и опять перекрещивание жгутов. Нить перед работой. 3 первые петли переношу, не провязывая, на правую спицу. Провязываю 3 оставшиеся. За работой подхватываю левой спицей не провязанные петли, а правой перед работой провязанные. Далее провязываю оставшиеся на левой спице лицевые петли. Вот переплетение. Далее 1 изнаночная. Следующее переплетение у меня будет влево, поэтому нить за работой. 3 петли переношу также на правую спицу. Следующие 3 провязываю лицевыми. В этом случае перед работой, то есть если у меня нить за работой, значит петли подхватываю я перед работой. 3 перед работой подхватила левой спицей. Также все снимаю, все 6 петель и перекрещиваю. Провязываю 3 оставшиеся лицевые петли и 1 изнаночную. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочную переношу. Далее 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые,
накид, 1 лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные разделительные петли, 6 лицевых, 5 и 6. 1 изнаночная разделительная, 6 лицевых петель, 4, 5, 6 и 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Итак, я провязала 18 рядов, это половина раппорта в высоту. Начиная с 19 ряда провязывается все то же самое, только в шахматном порядке. Я покажу переход, а далее можно вязать по схеме или самостоятельно по памяти, так как все будет повторяться то же самое, только наоборот. Сначала будет здесь жгут, а ажурная часть находится вот здесь. Итак, кромочная, 2 изнаночные, 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная разделительная, она остается, переходит с первой половины раппорта узора. Дальше 6 лицевых, 3 разделительные между шахматкой, они также остаются, они не смещаются. А вот где была коса, жгут, там я буду сейчас провязывать ажур. 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид, изнаночная разделительная остается, я ее провязываю изнаночной и вяжу ажур симметрично. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 1 изнаночная петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Вот таким образом происходит смещение этого рисунка и получается шахматка. Думаю, вам понравился этот узор или в том исполнении. Возможно, вы возьмете только какую-то его часть и украсите свое новое изделие. Всем хорошего дня и до встречи на канале!